Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас коробочка Orient. Ну что ж, old school, да? Я думаю, что сейчас все любители японских часов просто такие должны возрадоваться и налить свой любимый напиток, потому что модель будет крайне достойная. Давайте открывать. Я знаю, что практически все подписчики моего канала обожают что? Orient Star и целлофановые пакетики. Так, значит, заказывал я их на Джуме в магазине Creation Watches. Кстати, тут даже по-русски написано. Международная гарантия. На Джуме, понятное дело, что можно платить рублевыми картами, да, и никаких нет, соответственно, санкционных ограничений на стоимость часов, что удобно. Что удобно и главное, есть мой личный купон в магазине Creation Watches, DenGitat. В описании обязательно его оставлю. 10% скидка на часы, которые вы покупаете в Creation Watches. А эту модель я купил за 40 тысяч рублей, ну, без учета всяких купонов на Джуме. А вы знаете, что на Джуме, ну, постоянно можно выиграть какой-нибудь купончик, да, там есть такая опция, и купоны там, ну, от 5 до 30 даже процентов скидка на часы. Обычно выпадает что-нибудь типа в районе 10, может быть, 15. Но не всегда, конечно, поэтому, собственно, есть для этих целей мой личный купон. 10% он работает всегда. Так, значит, Orient Star. И здесь такая модель Classic называется. И прям линейка называется Classic. И, конечно же, ну, действительно, модель в классическом элегантном стиле. И что мне нравится именно в этой модели, потому что, знаете, большинство Orient Star, они все-таки такие вот, ну, типично японские. Когда много полированных поверхностей на циферблате, когда вот так вот, ну, уж простите, дорого-богато, да, а иногда хочется прям вот что-то такого максимально сдержанного и классического. Давайте, кстати. Мануфактура. Давайте чуть-чуть подзаведем. У нас, кстати, здесь есть что? Правильно, индикатор запаса хода. Мое, наверное, любимое усложнение. Я вообще всегда, конечно, люблю максимально упрощенные циферблаты, чтобы было только 3 или 2 стрелки, или даже одна. Но если что-то есть, то лучше не дата, а вот индикация запаса хода, потому что это прям реально полезно. И здесь она есть ретроградная такая, да, и вот здесь циферка 50 что означает? Пишем в комментариях. 1, 2, 3. Да, она означает часы. То есть здесь в этом механизме, это механизм F6N43. Кстати, очень приятно сделан, приятная отделочка. Посмотрите, и ротор, и мосты, ну, красота, молодцы, Orient молодцы. Так вот, в нем запас хода 50 часов. Есть индикация запаса хода, есть, кстати говоря, и дата для тех, кому это полезно, так что прям круто. Ну и вообще, вот Orient Star всегда по сравнению с другими конкурентами, не буду называть компанию из Японии на буковку S, но они все-таки дают намного больше, как мне кажется, в плане качества отделки. Больше чуть-чуть даже стараются. Хотя Orient, в общем, это компания, которой принадлежит Сейка. Сказал все-таки компания на букву S. Да что ж такое. Ладно, короче, шутки в сторону. Сделано в Японии, а это уже прям огромный плюс. Особенно для тех, кто родился в СССР. Для них сделано в Японии это все must have. 50 метров водозащиты, ну, как бы, да, под дождь руки помыть, но, с другой стороны, с такими классическими часами, а куда вы, собственно, собрались? В бассейн, что ли, или на море? Конечно же, нет. На море дайверы. Значит, про механизм сказал, корпус стальной, 316L, ремешок кожаный, и, к сожалению, он с выделкой под крокодила. Это вот, на мое мнение, это, конечно, полнейший колхоз. И лучше бы здесь сделали просто матовый ремешок. Он хотя бы в хозяйстве пригодился. А вот это вот все, ну, лично я считаю, что нужно сразу снять и положить в ящик. Потому что все эти вот фейковые ремешки крокодиловые, которые сразу издалека видны, что они не крокодиловые, это, конечно, глупость. Да, часы хорошие, качественные. Зачем вот это вот пыль в глаза засадить, потому что хороший крокодиловый ремешок, он стоит, ну, да почти как эти часы, да, ну, чуть-чуть загнул, конечно, но вы понимаете, в общем, если у кого были действительно качественные, крутые крокодиловые ремни, вы понимаете, о чем я говорю. Этот ремешок, в принципе, неплох, но я вот прям сразу вижу, вот как вот тут вот все гнется, что он скоро начнет облизать, эта верхняя часть, в общем,
Ремешок паршивый, будем говорить откровенно. Здесь системы быстрой замены, конечно же, нет. Часы японские, поэтому они от этим... А о таких мелочах земных они даже и не думают. Зато застежечка такая приятная, фирменная, Orient, узенькая. В общем, ремешочек меняем, ставим фирменную застежечку и, как говорится, радуемся жизни. Но, а с учетом того, что часы дешевые, на Джуме я уже повторюсь, что без купонов 40, а с купонами и подешевле будет, даже несмотря на то, что там пошлину в России платить теперь от превышения 200 евро до 15%, все равно это прям, я считаю, за этот бренд, за это качество, это недорого. Так, теперь давайте уже посмотрим, раз уж у нас классика, что у нас по размерам. 39, ну красотулечка, да, красотулечка, даже чуть меньше, чем 39. Высота. 12,8, ну, скажете, немножко пузатенькие, может быть, но тут миллиметр где-то добирает стекло, оно чуть-чуть выпуклое. По ремешку, кстати, важно, ремень надо менять, поэтому по ремешку 20, стандартный размер, отлично, можно будет подобрать, можно у мастера заказать. Можно настоящий сюда крокодил поставить, будет вообще пушка-бомба. 46 от ушка до ушка, и хорошо, слушайте, размер прям хорош. Мои запястья 18,5, посадочка приятная, часы приятные, сдержанные, классические, бриге стрелки, ретроградная индикация запаса хода. И дата не раздражает. Почему? Потому что она небольшая, она аккуратно встроена в цифру 3. И в целом у нас такой черно-белый циферблат. Хотя, знаете, циферблат, он вроде бы белый, но вот он как бы такой теплый белый, да? Ну, цвет... слоновой кости, что ли, вот. Он такой, знаете, желтовато, чуть желтовато-белый, по крайней мере, под искусственным освещением. Прикольно. Римские цифры. Отдельно у нас такой, как бы, получается, манеж для римских цифр. Потом гильюше посерединке идет. Стрелочки очень приятные. Длинные, правильные, длинные стрелки. Минутная, и часовая, и секундная. И стрелка на запасе даты. Слушайте, вот в плане дизайна у меня нет вообще никаких вопросов к этим часам. И для меня это вот тот японец, которого можно назвать идеальным. Я не ожидал. Я вот увидел на Джуме картинку, подумал, блин, я никогда не видел Orient Star, чтобы это было вот не вот эти вот блестючие, да, а вот что-то такое прям сдержанное, что-то прям по-швейцарски сделанное. Захотелось. И я не прогадал. Я в восторге. Вот, знаете, лучшее ожидание, что называется. Спереди сдержанность, умеренность и красотища. И, кстати, посмотрите, какая заводная головка, плоская такая, маленькая. Опять же, прям под винтажик. А сзади буйство, ну, вполне себе приятная отделка. В этой ценовой категории, ну, здесь лучшего и ожидать не стоит. Класс. Orient прям молодцы. От меня просто, знаете, 5 баллов за эти часы. По весу, значит, по весу 74 грамм. Немного для повседневок. Кстати, как и Орис, например, да, они здесь ремешок, и, кстати, по-моему, Сейка некоторые модели на коже делают вот наоборот. Ну, как бы для нас наоборот, да, мы привыкли вот так, что здесь застежка, а здесь вот так. Ну, по большому счету, многие делают по-разному, некоторые даже в разных линейках делают по-разному. Это дело вкуса, а дальше поставите так, как вам нужно. Кстати, немножко скошен, по-моему, да, здесь... вот, кстати, приятная деталь. Видите, да, такой язычок как бы здесь срезанный по корпусу, чтобы ремешок был максимально вплотную к корпусу, чтобы не было огромных дыр здесь между корпусом и краем ремешка. И здесь такая выемка на корпусе есть. И красиво, хорошо. И ремешок тереться нигде не будет, ни за что цепляться. Корпус полностью с зеркальной полировкой. Такой три части здесь. Нижняя застежка, задняя крышка, центральная часть и рант. Довольно-таки пухленький. Опять же, такой немножко винтажненький. И ушки тоже в таких, знаете, в стилистике... Ну, с одной стороны винтаж, с другой стороны много такой стилистики было у швейцарцев в 2000-х, 2010-х. Но здесь размеры-то правильные, правильные. Давайте посмотрим макро. Прям меня аж распирает. Очень хочется посмотреть. Так, значит, печать у нас здесь, вижу, идеальная. Стрелочки черные. Гильюше. Япония. F6M4. Здесь механизм прописан. Все. Железная дорога есть. Так, стопы. А стрелки-то у нас... Стрелки-то синие. Темно-темно-синяя краска. Ой. А на солнце это будет... Ну, я вставки, конечно, уже накидаю в этот ролик. Но вот сейчас вот, пока снимал, увидел только сейчас, что они синие. Блин, красота. Ну, короче, все, эти часы меня покорили.
Я никогда не был особенным фанатом Orient Star, но вот эта модель меня покорила. Хотя я всегда относился к ним с глубоким уважением, потому что вот за эту цену они были всегда одним из лучших выборов на рынке. Да, вот все-таки сейчас я вижу, что механизм отдела так себе тяп-ляп. Опять же, в эту ценовую категорию, сколько там, 400 баксов, слушайте, ребят, сделано в Японии к тому же, что мы хотим, да? Всегда соотносите качество отделки часов и все остальное с их ценой. Это первое, о чем нужно думать. Слушайте, все равно механизм довольно-таки приятный, плюс 50 часов, это все-таки 50 часов. Ну что же, надо подводить итоги, и жду ваших комментариев. Вот мне прям интересно ваши комментарии почитать. У меня здесь два вопроса к этим часам. Первый вопрос, это, конечно же, ремешок. А второй вопрос, почему так мало вариаций именно в этом дизайне? Может, я ошибаюсь, может, я не все просмотрел на сайте Orient, но мне кажется, здесь надо делать просто и трехстрелочник сделать, да, без всех индикаций, и что-нибудь еще придумать, потому что именно в таком дизайне, в таком классике, да и все просто на рынке не хватает сейчас таких часов. Молодцы, ребята, реально. Ребята сделали реально классную модель. Классную модель. Все, на этом всем пока, с вами был Дэн, увидимся.